В этом видео вы найдете множество бюджетных идей, из чего и как сделать трафареты. К прозрачному пластику эскиз прикрепляем скотчем. Вырезаем острым канцелярским ножом. Можно применить маникюрные ножницы. У этого дамасского узора очень много тонких деталей. Вырезать его не так просто. А вот несложные трафареты для детского творчества и не только вырезать очень просто. И если вам нужен трафарет для определенного проекта, нет смысла его покупать. Рисуем или находим шаблон в интернете. Эта техника очень хорошо подойдет для детских работ и не только. С помощью наклеек создаем трафарет-маску. Это когда окрашивается не изображение, а фон. Наклейки с мотивом можно сделать своими руками из самоклейки. С ткани такой трафарет снимается очень легко. Но может также работать на любой другой поверхности, на стекле, например. Деревянную поверхность или картон загрунтуйте предварительно, и такой самодельный трафарет из самоклейки будет работать как трафарет на клеевой основе, и снять его будет легко. Кружевные наклейки с цветами для скрапбукинга тоже могут работать трафаретом. Снимаются они с легкостью даже с листа плотной бумаги. Из бумаги вырезаем любые фигуры. Окрашиваем из распылителя любой краской, сильно разведенной водой. У меня гуашь. Очень подходит для детского творчества и создания фотозоны или коллажей в микс-медиа. Вместо бумажных снежинок можно разложить листья, окрасить также или краской из баллончика. Подойдут любые тюлевые занавески. Пробуем акриловую краску.
краска из баллончика. Акрил и краска из баллончика. Теперь пробуем шпаклевку или текстурную пасту. Сначала делаю несколько мазков в разных местах, чтобы ткань прилипла к поверхности. Затем работаем как с обычным трафаретом. Подойдут кружева из хлопка или синтетики. Я не стала переделывать, посмотрите, как подтекает краска, когда ее много. Кисть должна быть сухой. Излишки краски отбиваем на палитру. Для синтетического кружева набираем минимум краски и вбиваем, едва касаясь поверхности. Теперь пробуем шпаклевку. Сначала делаем несколько мазков, приклеивая кружево к поверхности, а затем начинаем растягивать мастихином или карточкой. Хорошо подойдет для декора боковин шкатулки, когда не хватает метража кружев, для создания коллажей в микс-медиа. Такие салфетки сейчас можно купить везде, кружевные или с различными мотивами. Их можно использовать как отпечатки. А это кухонный коврик для сушки стаканов. Он довольно толстый и получается очень фактурно. Как сделать салфетницу своими руками, смотрите по ссылке в описании. Из фоамирана делаем трафарет фигурными дыроколами. Из гофрокартона делаем фактурный трафарет. В принципе, такой трафарет одноразовый, но чтобы использовать несколько раз, покрываю прозрачным скотчем с двух сторон. Простой, несложный трафарет легко вырезать обычным ножом для моделирования.
Этот способ пробую впервые. Потребуется паяльник с заостренным концом. Сделать такой трафарет довольно легко. Подойдет для детского творчества. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.